Ремонт коробки переменных передач, часть 2. Так как сегодняшнее видео является продолжением моего предыдущего видео, поэтому без лишних слов сразу к основной части данного видео. Значит, включает в себя следующие операции: снятие с автомобиля, разборка, контроль и замена изношенных деталей, сборку, обкатку или испытание. Снятие коробки переменной передачи КПП производится в следующем порядке. Первое. Отсоединяем приводные валы, отсоединяем торсионный привод сцепления. Третье. Отсоединяем привод переключения передачи и гибкий вал спидометра. Четвертое. Отворачиваем гайки крепления и снимаем КПП. Корпус КПП очищается от грязи и промывает. Значит, далее вскрываем КПП, разбираем и производим контрольный осмотр деталей. Если есть изношенные детали, то заменяем их. Тоже понятно. После сборки КПП заливаем масло меньшей вязкости и в течение 20-25 минут обкатываем на специальном стенде. Первые 12-15 минут под нагрузкой. По сути, это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Пожалуйста, как всегда, не забываем подписываться на мой канал. Для меня это будет очень важно. Вам не сложно, а мне приятно. Поставьте, пожалуйста, колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео и просто быть в курсе последних событий на моем канале. Далее, не забываем про лайки и комментируйте. Даже если вам что-то не понравится, то, пожалуйста, вместо глупого дизлайка, то, пожалуйста, прокомментируйте, укажите мою ошибку, предложите свою тему видео. Мне будет очень приятно наладить с вами связь. И если данное видео еще наберет 50 лайков или 100, это будет для меня отличное достижение. Это придаст мне самому мотивацию. Пока что на этом все, что я хотел вам сказать. Помните, дальше будет только интересней. И всем удачи!